Мир вам, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на канале Япония со всех сторон. Как и обещал, я делал видео о Ниагарском водопаде. Ну, что хочется сказать, кроме того, что это очень зрелищно, очень такие сильные эмоции, когда стоишь, мощь такая чувствуется, просто лавина этой воды, когда стоишь над ним. Очень, конечно, все так мощно, сильно. Поднимается вверх облако такое тумана, дождя, скажем так. Вот, я камеру протирал, но все равно этого хватало буквально какие-то полминуты, чтобы все опять было в воде. Достаточно интересно. Но хочется сказать другое, что это не один водопад, их три. И самый большой, главное, является Подкова, там еще есть Фата маленький. Подкова находится на территории Канады. Является границей. Вообще, вот эта река, да, река Ниагара. Здесь раньше жили индейцы, иракезы. На их языке Ниагара означает гремящая вода. И по сути дела это граница Соединенных Штатов Америки и Канады. Соединенных Штатов это штат Нью-Йорк, а Канада это штат Онтарио. Поэтому река разделяет две страны. Такие маленькие данные. Высота водопада 53 метра. В секунду падает объем воды 5700 кубометров. Представляете, что это такое? Вид, конечно, необычный, такое все, стоишь захватывающее. С американской стороны он не такой красочный, как с канадской стороны, не такой и город сам, как ни странно. Получается, с обоих сторон два одинаковых города с одинаковым названием. Там Ниагара Фоллс и там Ниагара Фоллс. Только то с одной стороны, то с другой стороны. Что еще можно сказать? Развит туризм, конечно. Построили канатную дорогу. Есть разные смотровые площадки. Экскурсии даже на вертолете, на воздушном шаре есть. На катерах. Кстати, катер я заснял, как они въезжают туда. Я не знаю, какой дождевик спасет человека если подплыть к самому водопаду внизу. Навряд ли какой-то дождевик, будешь весь мокрый. Летом как бы ничего, а было прохладно, то, конечно же, это не знаю, как это можно. Но находятся забитые катера, сами видите. Значит, прыгать в водопад запрещено законом, но однако находятся странные люди, которые это делают. Некоторые даже выживают. Так хотелось рассказать про это такое чудо. Божие создание, творение Божие, как водопад. Достаточно всегда к себе привлекал внимание людей. Действительно, мы поехали, я очень доволен, что я даже и не думал в жизни, не мечтал, что я когда-то попаду на Ниагарский водопад. Но слава Богу, что так оно произошло и случилось. Поэтому желаю вам хороших просмотров и надеюсь, вас тоже посетят очень хорошие, добрые эмоции.
Друзья, если вам понравилось мое видео, моя работа, прошу вас подписаться на мой канал, прошу вас поставить лайк, нажать на колокольчик, тем самым вы поможете распространять такие видео, чтобы их могло смотреть большее количество людей. Благодарю вас, да поможет нам всем Бог.